Этот ученый выпил холеру намеренно. В 1892 году он взял шприц, наполнил его живой холерой и ввел себе в руку. Не потому, что сошел с ума, а потому, что никто ему не верил. Его звали Вальдемар Хавкин, родился в Одессе в 1860 году в еврейской семье учителей. Умный, упрямый, неудобный. В университете он учился у Мечникова, того самого, который потом получит Нобелевскую премию. Хавкин мог остаться с ним рядом, сделать карьеру, получить кафедру. Но в 1881 году в Одессе начались погромы. Хавкин вышел защищать соседей. Его арестовали, ранили. Только заступничество Мечникова спасло его от тюрьмы. После этого дорога в России была закрыта. Еврей без привилегий, ученый без места. Он уехал в Париж, в институт Пастера. И там, в маленькой лаборатории, начал работу над тем, что изменит историю медицины. В конце XIX века холера была не болезнью, она была приговором. 5 пандемий за столетие, миллионы мертвых. В Индии, России, Европе люди умирали за несколько часов. Утром здоров, к вечеру уже нет. Хавкин создал вакцину. Ослабленная форма бактерии, организм учится бороться. Логика простая, доказать невозможно. Потому что никто не соглашался на испытания. Ни правительство, ни коллеги, даже сам Пастер отнесся холодно. И тогда, 18 июля 1892 года, Хавкин ввел вакцину себе. Несколько дней температура, слабость, жар. Он вел дневник наблюдений прямо во время болезни. Выжил. Доложил результаты биологическому обществу. Его выслушали и снова не поверили. Тогда Хавкин попросился в Индию, туда, где холера не уходила никогда. Британское правительство разрешило, без энтузиазма. Дали минимальный бюджет, никакого штата, никакой поддержки. Он приехал в 1893 году. Один ученый против эпидемии размером с континент. Британские коллеги на месте открыто смеялись. Местное население боялось. Слухи о яде расходились быстрее вакцины. Хавкин ходил из деревни в деревню, объяснял, уговаривал, показывал на себе. В одной деревне под Калькуттой он провел первый настоящий полевой эксперимент. Половина жителей вакцинированы, половина нет. Потом пришла холера. Среди привитых почти никто не умер. Среди непривитых смертность в 6 раз выше. Данные были неопровержимы, но признание не пришло. В 1896 году Бомбей накрыла бубонная чума. Хавкина снова позвали. За 3 месяца он создал вакцину от чумы, снова испытал на себе и снова выжил. К 1903 году его руками было вакцинировано 500 000 человек, а потом катастрофа. В одной деревне из-за нестерилизованной пробки погибли 19 человек после прививки. Не его ошибка, как выяснится потом, но его имя в заголовках. Его отстранили, расследовали, унижали, 7 лет под подозрением. В 1907 году его полностью оправдали. Виноват был ассистент, но карьера была сломана. Лорд Листер, один из величайших хирургов в истории, назвал Хавкина спасителем человечества. Институт в Мумбаи, где он работал, теперь носит его имя. Институт Хавкина существует до сих пор. Но в учебниках Пастер, в учебниках Дженнер. Хавкина нет. Человек, который дважды ввел себе смертельную болезнь, чтобы доказать, что она лечится. Который прошел через погромы, эмиграцию, предательство коллег и несправедливое обвинение, и все равно продолжал. Вот вопрос, который я не могу отпустить. Сколько людей, чьи имена мы не знаем, изменили мир, пока другие получали награды? Подпишись, завтра мир снова удивит тебя.